Всем привет! В современном мире болезни печени среди населения разного возраста встречаются все чаще. К сожалению, они таят в себе дополнительную опасность, так как на ранней стадии болезни могут протекать практически без симптомов. Зачастую пациент решает обратиться к врачу и провести обследование уже на более поздних стадиях развития недуга. На этом этапе обычно требуется долгое и дорогостоящее лечение, следовательно, профилактика и своевременный осмотр необходимы для здоровья печени. Основные функции печени, причины заболеваний и лечение болезней печени. Обо всем этом будем говорить в этом ролике, поэтому смотрите видео до конца. На печень возложена важная работа. Как и все важные для жизнедеятельности органы, она расположена в центральной зоне тела. Она довольно большая по объему и занимает практически всю верхнюю часть правого брюшного отдела. Печень находится под надежной защитой диафрагмы, располагаясь непосредственно под ее куполом. Нижняя часть органа находится под ребрами. Небольшая часть печени расположена в левой части организма, возле селезенки и поджелудочной железы. Чаще всего печень начинает болеть при поздних стадиях заболевания, при этом боль чувствуется в районе правого подреберья, но может и отдавать на ткани и соседние органы. Именно поэтому боль в печени можно легко спутать с другими заболеваниями. Основные функции печени. Печень не только самый крупный орган в организме человека, но и выполняет наибольшее количество функций. К таковым относятся избавление организма от токсических веществ, обезвреживание токсических соединений, поступающих из окружающей среды через алкоголь, медикаменты, прямые токсины и так далее. Утилизация продуктов обмена веществ. В процессе жизнедеятельности образуется множество токсических продуктов распада – ацетон, фенол, кетоновые соединения. Регуляция липидного обмена, метаболизм жирных кислот, холестерина, липопротеинов и так далее. Прямое участие в синтезе множества половых и надпочечниковых гормонов. Регуляция витаминов и минералов, поступающих в организм. Кроветворение, синтез ферментов и желчи. В зависимости от степени поражения печени может быть нарушена как одна из функций, так и практически все из них. Причины заболеваний печени. Данный орган обладает огромной способностью к восстановлению. Тем не менее, наиболее частыми причинами проблем с печенью являются генетическая предрасположенность, пороки развития, чаще всего связанные с гипоплазией печени и различного вида атрезии печеночных сосудов и протоков. Действие вируса. К ним относятся вирусы гепатиты А, В, С, Д, Е и иных типов. Вызывают острые воспалительные процессы. Одним из самых опасных вирусов является вирус гепатита В, тогда как гепатит С чаще определяется уже на стадии цирроза. Влияние медикаментов. Далеко не все медицинские препараты имеют разрушительное воздействие на печень. Наиболее токсические из них – антибиотики, гормоны и химиотерапевтические медикаменты. Употребление алкоголя. Чрезмерное употребление спиртных напитков приводит к уничтожению клеток печени, что постепенно приводит к циррозу. Установленная норма употребления этанола для печени 40% в сутки. Влияние токсинов. Длительное воздействие токсических веществ в больших количествах, поступающих в организм из окружающей среды, тяжелые металлы, химические соединения, пары. Последствия могут быть разнообразными, начиная от небольшого увеличения органа в объеме и заканчивая гепатоцеллюлярной недостаточностью. Инфекции и паразиты. Многие виды паразитов и инфекционных агентов становятся основной причиной появления изменений патологического характера, а также могут вызвать хронические процессы в печени. В основном к ним относят аскариды, эхинококк, альвеококк и так далее. Заболевания органов брюшной полости, в результате которых происходят процессы нагноения. Они могут спровоцировать распространение нагноения в систему воротной вены. Механические травмы. Последствия травм живота или печени дают о себе знать не только в ближайшие часы после воздействия. Нередки случаи нахождения кист или скопления жидкости в паренхиме печени спустя некоторое время после получения травмы. Неправильное питание.
Отсутствие сбалансированного питания, а также злоупотребление жареным, острым, жирным и копченостями в течение длительного времени имеет серьезное влияние на здоровье печени. Чаще всего такой образ жизни ведет к нарушенному оттоку желчи, ее застою и образованию камней. Помимо заболеваний, вызванных вышеперечисленными причинами, встречаются также аутоиммунные заболевания. Большую роль играет наличие гельминтов в организме и так далее. Однако основное количество заболеваний имеет связь именно с данными факторами, а они воздействуют на печень и на организм в целом, приводя к различным нарушениям функции жизненно важного органа. Питание при заболевании печени. Лечение болезней печени невозможно без диетического питания, которое является обязательным при любом лечебном процессе вне зависимости от вида заболевания. Часто именно от него зависит эффективность лечения. Об этом важно помнить каждому, кто хочет излечиться от болезни как можно скорее. Важно четко придерживаться рекомендаций врача касательно здорового образа жизни, чтобы помочь печени выполнять свои основные функции. Продукты, употребляемые в пищу, должны быть не только правильно подобранными, но и правильно приготовленными. Следует отдавать предпочтение готовке на пару, запеканию или тушению, при этом избегая жареной пищи. Лучше употреблять в пищу чаще, но меньшими порциями. Лучше употреблять пищу теплой. Не следует отказываться от соли, она необходима организму. Что исключить из рациона? Алкоголь, который угнетающе влияет на работу печени, жирные местные бульоны, крепкий чай, кофе, перловую и кукурузную каши, заправки, подливы, кетчупы и ненатуральные соусы, практически все свежие фрукты, а также финики и инжир, шоколад, какао, жирные крема, приправы, майонез, горчицу, икру и суши. Пациенту, который страдает заболеванием печени, следует принимать гепатопротекторы. Также необходимо полностью изменить образ жизни, отказавшись от вредных привычек и пересмотрев рацион питания. Следует ограничить прием жирной, горячей, жареной и острой пищи. Не рекомендуется длительное пребывание под палящим солнцем и загар в любом виде. Еда, употребляемая больным, должна быть свежей. Следует выбирать нежирные продукты, приготовленные на пару. Лук и чеснок также противопоказаны. Ограничить рекомендуется и употребление кисломолочных продуктов. Овощи лучше употреблять в сыром виде, без термической обработки. Соблюдая эти простые правила, можно не только ускорить процесс лечения, но и минимизировать риск заболевания. На этом наш ролик заканчивается. Напишите в комментариях, какую тему хотите следующий ролик. Я буду только рада за вашу обратную связь. До новых встреч!